Дорогие друзья, сегодня покажу вам, как приготовить паску мягкую, как пух. Она ароматная, волокнистая и долго не черствеет. Такой паской вы точно удивите своих гостей. Сначала приготовим опару. Нам понадобится 30 грамм живых дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Растираем дрожжи с сахаром. Затем добавляем 290 мл теплого молока, но не горячего. 150 грамм просеянной муки и перемешиваем. Накрываем опару пленкой и оставляем в теплом месте примерно на 15-20 минут, чтобы дрожжи начали работать. Тем временем подготовим остальные ингредиенты. 200 грамм сахара, 3 яйца и чайная ложка ванильного сахара взбиваем в пышную массу. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сахарно-яичная масса отлично взбилась, посветлела и стала пышная. Опара отлично поднялась, добавляем к ней сахарно-яичную массу и 120 грамм растопленного сливочного масла. Масло предварительно нужно растопить и охладить. Аккуратно перемешиваем и добавляем просеянную муку. Нам понадобится 600 грамм муки, добавляем ее в 3 подхода. Секретный ингредиент в этом рецепте – это 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Его тоже нужно просеять. Перемешиваем, чтобы вся мука вмешалась в тесто, и добавляем следующую партию муки. Сначала можно перемешивать лопаткой, а потом, когда станет тяжело, нужно вымешивать тесто руками либо тестомесом. Вымешивать нужно до тех пор, пока тесто перестанет липнуть к рукам. Муку больше добавлять не нужно, 600 грамм в этом рецепте предостаточно. Тесто уже готово, оно отлично отходит от стенок чаши и снимается с крюка. Тесто пластичное и абсолютно не липнет к рукам. Подворачиваем его в мячик и кладем в чашу на расстойку. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место примерно на 50-60 минут. За это время тесто поднялось в 3 раза. Тесто нужно обмять и добавить в него сухофрукты. Сухофрукты предварительно нужно промыть в теплой воде и просушить бумажным полотенцем. Либо за день до выпекания их можно замочить в апельсиновом соке, либо ароматном алкоголе. Я добавила изюм и порезанную курагу. На данном этапе тесто долго вымешивать не нужно, только чтобы вмешались сухофрукты. Формы я смазываю подсолнечным маслом. У меня будет 4 пасочки, 2 диаметром 10 см и 2 пасочки диаметром 12 см. Формы нужно наполнять тестом на треть. Подкатываем тесто в шарик и выкладываем в форму. Желательно, чтобы сверху на тесте не было сухофруктов, иначе в духовке они могут сгореть. Накрываем наши заготовки полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 20-30 минут. Тесто отлично поднялось, теперь будем выпекать в разогретой духовке до 160 градусов, ориентировочно 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Куличи готовы, вы только посмотрите, как они поднялись в духовке и какие они теперь красивые. Куличи мягкие, как пух. Его даже не хочется резать, а просто разломать и съесть как булочку. Сейчас видно, какая пасочка мягкая и воздушная. В конце видео покажу разрез паски через 2 дня после выпечки. Если вам нравится такой рецепт пасхального кулича, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Теперь сделаем наши куличи еще красивее и вкуснее.
Глазурь я приготовила на желатине, без белков. Это самая лучшая глазурь для пасхальной выпечки. Рецепт глазури на желатине я оставлю в описании под видео. Для украшения я использовала веточки вербы и цветочки, которые сделала из маршмеллоу. Вот такие красивые пасочки у меня получились. Теперь покажу вам разрез паски через 2 дня после выпекания. Резать ножом стало проще, но она все еще мягкая. Паска по этому рецепту долго не черствеет. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!